Привет! Сегодня обсудим сайты-одностраничники. Одностраничники бывают двух типов. Первый. Это когда сайт представляет собой длинную портянку, которая скроллится вверх-вниз, когда вы кликаете по главному меню. Чаще всего такой вариант используется в промо-целях или вообще как временный. Особого интереса не представляет. Второй – это то, что называется Single Page Application или SPA. В данном случае в браузер загружается минимальный каркас страницы, а все дальнейшее представление формируется динамически. Обычно SPA создаются с помощью фронтенд фреймворков, например, Angular, Vue, React и некоторых других, менее распространенных, типа Svelte. Но не обязательно. SPA можно написать и в ручном режиме, например, на jQuery, или вообще на чистом JavaScript. Однако это слишком трудозатратно, и так никто не поступает, когда проще воспользоваться специализированными средствами. А теперь о преимуществах и недостатках SPA. Начнем с недостатков. Самый главный недостаток уже был показан. Одностраничники плохо переваривают с поисковыми системами. Сейчас, на конец 2021 года, ситуация именно такова. Google с грехом пополам может индексировать JavaScript, Яндекс этого вообще не умеет делать. Сразу отвечу на вероятное возражение. Да, существуют способы заставить поисковые системы индексировать подобные сайты. Но усилий на это потребуется больше, соответственно и финансовые и временные затраты выше. Кроме того, SEO-специалистов, хорошо разбирающихся в данной теме, сложнее найти. Следующий недостаток – это большие расходы. Если для создания обычного сайта по большому счету нужны всего 2 человека, это дизайнер и full-stack разработчик, то для разработки SPA придется подбирать команду специалистов. Это бэкэнд-разработчик, фронтенд-программист, дизайнер, продакт-менеджер и может быть еще кто-то, в зависимости от сложности. И из того факта, что для SPA нужно подбирать команду специалистов, выходит следующий недостаток. Более сложная организация процесса. Простой пример. Бэкэнд и фронтенд-программисты работают независимо друг от друга. Доступ к исходному коду у них раздельный. Ну, по крайней мере, так должно быть. Соответственно, фронтенд-разработчики не могут взять и посмотреть в коде, как обрабатывается тот или иной REST-запрос. И вследствие этого повышаются требования к качественному документированию REST API. Другой пример. Бэкэнд-программист не может просто так менять какой-либо роут в API по каким-то своим соображениям. Любые такие действия должны согласовываться с фронтенд-разработчиками, иначе SPA перестанет работать. Соответственно, возрастают требования к коммуникации в команде. И последний, более-менее значимый недостаток – это выполнение приложения в браузере. Не у всех в наличии современное мощное железо. Кроме того, огромное количество посетителей заходит на сайты со смартфонов, которые тем более могут тормозить. Это критичный фактор, особенно если SPA спроектирован не оптимально. Никто не будет ждать долгую загрузку, глядя в белый экран. Главные недостатки обозначены. Переходим к преимуществам. Преимуществ гораздо больше. Самое главное – это декомпозиция задачи и разделение ответственности. Бэком занимаются одни люди, фронтом другие. При желании можно легко заменять ту или иную часть. Например, сделать бэкэнд на PHP, чтобы запустить проект как можно быстрее, а впоследствии переписать его на чем-то более серьезном, при этом не затрагивая фронтенд. То же самое и наоборот. Фронт аналогичным образом заменяется. Или, когда уже есть готовое работающее REST API, в дополнение к веб-фронтенду можно создать мобильное приложение, использующее это же самое API. Кстати говоря, данное правило работает и с программистами. Команды бэк- и фронт-разработки также могут безболезненно меняться, независимо друг от друга. Главное, чтобы документация всегда была актуальной. Из этого преимущества логично следует другое. Бэкэнд одностраничников отлично масштабируется с помощью микросервисов. Да, в традиционной архитектуре сайта тоже могут использоваться микросервисы. Но SPA-приложение буквально заточено под такую реализацию. Напишите в комментариях, насколько вам интересны ролики по микросервисной архитектуре. У меня были мысли записать несколько видео на данную тематику, но пока непонятно, насколько это востребовано. Следующее преимущество – это простота тестирования. В первую очередь это про бэкэнд. Но бэкэнд и есть основная рабочая составляющая любого проекта, в то время как фронт всего лишь его оболочка. Поэтому простота тестирования бэка – очень важное преимущество. А тесты к REST API пишутся элементарно просто. Пользуясь документацией, их может написать любой сторонний разработчик, не знающий абсолютно никаких подробностей о реализации. Тут работает концепция черного ящика. Ничего не зная о том, что внутри, можно понять, правильно ли он работает, просто сверяя запросы и ответы со спецификацией.
Кстати, у меня есть видео про написание тестов в Крестапе и их автоматический запуск через Jenkins. Посмотрите, если эта тема интересна. Еще одно преимущество SPA состоит в том, что вся работа по отрисовке страниц выполняется на стороне клиента, то есть в браузере. С сервера снимается эта рутинная обязанность и переносится на компьютеры пользователей. Таким образом облегчается нагрузка на бэк, равно как и на интернет-канал, поскольку по нему передается только чистая информация, не отягощенная HTML-тегами. Как видите, рендеринг страниц на стороне клиента – это одновременно и преимущество, и недостаток. Все зависит от грамотного UI UX. Если проектировать с умом, то все будут довольны. Пользователь не заметит никакой задержки, а с сервера снимется лишняя нагрузка по отрисовке шаблонов. Теперь обсудим применение SPA. Сайты-одностраничники отлично работают во всевозможных реализациях веб-интерфейсов. То есть в таких задачах, где поисковая индексация совершенно точно никогда не потребуется. Например, это корпоративные CRM-системы типа Bittrex24, таск-трекеры наподобие Jira, почтовые интерфейсы вроде Gmail, админки к аппаратным устройствам, браузерные игры и тому подобное. Поисковая оптимизация для таких SPA не нужна. А вот для таких проектов, как интернет-магазины, каталоги продукции, новостные порталы, блоги обсуждения, а также аналогичные варианты, где присутствие поисковиков крайне желательно, SPA будет не самым лучшим выбором. Для подобных случаев имеет смысл использовать классический сайт с рендерингом страниц на стороне сервера. Да, никто не спорит. Есть способы заставить поисковики индексировать SPA сайты. Но стоить это будет дороже, а времени займет больше. Поэтому тут каждый должен решать сам, опираться ли ему в современные технологии и тратить деньги на это, или использовать проверенные MVC-варианты, типа Symfony или Laravel, а сэкономленные средства вложить в UI UX. Конечный пользователь оценит это гораздо больше, чем какие-то технологии под капотом, которые он не видит, и даже не знает об их существовании. Теперь про основные ошибки при работе над SPA. Самая дурацкая ошибка, часто встречающаяся в российском IT-пространстве, это холивары и метание от одного фреймворка к другому. Не надо начинать разработку на одном фреймворке, а потом в силу каких-то конъюнктурных обстоятельств переключаться на другой. 3 наиболее распространенных продукта, Angular, React и Vue, предоставляют примерно одинаковый сервис, но при этом они совершенно разные. Так Angular понимает только TypeScript, React исповедует функциональщину, у Vue свой подход к представлению данных и так далее. То есть под каждый фреймворк нужно подбирать свою команду. Если фреймворк меняется, то почти наверняка придется набирать новых людей. А это пустая трата времени и денег. Также плохая идея – совмещать несколько разных фреймворков в одном продукте. Вроде как попробуем несколько и по ходу работы решим, какой из них лучше. Не надо так делать. Лучше сконцентрировать усилия на одном варианте, чем впустую распылять ресурсы и пытаться совместить несовместимое. Сюда же идут попытки приблочить фронтенд фреймворк к уже работающему обычному сайту. Допустим, чтобы соответствовать современным трендам. Оно, конечно, будет работать, но никаких преимуществ одностраничников не даст. SPA фреймворки не для этого. А чтобы добавить интерактива страницам, лучше использовать обычный проверенный jQuery. И вдогонку к ошибкам – это плохая координация в команде. Вроде бы все чем-то заняты, но при этом прогресс очень медленный. Бэкэнд-разработчики пишут каждый свое, забывая документировать. Фронтенд-разработчики некоординированно ставят им свои задачи. И в итоге REST API получается мозаичным и несбалансированным. И раз уж речь зашла об API одностраничников, то для лучшего понимания REST архитектуры стоит посмотреть это видео.